Кто такой Райан? Кто такой Райан? Ола, итак, у нас экстренная ситуация. Я купил билеты, потратили мы где-то $1100, но я потом объясню, какие рейсы, что там летает и так далее, как я покупал. Вот, но у нас возникла такая ситуация, что я звонил в офис авиалинии, они сказали, что нужен какой-то штамп на выезд для Юрия, которого у нас нет. Я звоним в иммиграцию, они говорят: о, вам надо собрать документы, то-то, то-то, а у нас завтра надо выезжать уже в аэропорт. Звоню в консульство, они мне говорят: почему вы не сделали визу туристическую? Вам должны были сделать визу туристическую, когда вы регистрировали ребенка. Но нам не говорили ни про какую визу. Иммиграция тоже не говорит про какую-то визу. Они хотят штампа разрешения на выезде. Вот, у нас Grab не работает, такси не работает. Но пойду сейчас искать байк, кто меня будет возить. Сейчас поеду в консульство. И, как назло, оригиналы документов у нас забрал агент, который нам переводит документы, который переводит документы уже больше недели. И не возвращает нам ни оригинала, ничего. И вообще просто, ну, вот так вот. Мы уже решили не ждать этих документов, которые мы хотели здесь сделать в Ханое, и просто взяли уже билет и решили, что будем в Москве делать. Bye-bye. На ресепшене. Может, они мне дадут байк? В общем, такие плохи дела. Mototaxi, or maybe you have bike. I need to go to embassy. It's important. Oh. We cannot fight if I don't go. So you can borrow mine. Все, мне заняли байк. Вот, на ресепшене. Так что я поехал. Убираю камеру. Буду искать эмбасси. Короче, оказывается, перемещаться вообще нельзя. По Ханую сейчас. Он мне сначала не хотел байк давать. Я говорил, ну срочно мне в посольство надо. Ну реально, если нет, то мы просто не вылетим. И он дал мне ключи. Наконец, и пригодился мой навык владения. Я знал, что этот навык пригодится, что я умею ездить на любом байке. То есть это оказался автомат, с которым я хорошо знаком. Вот. Хорошо, что я умею не только на скутере ездить, так бы я не смог. Вот, посты стоят, машин практически нет. Сейчас я боюсь, меня остановят. Штраф может быть 3 миллиона быть за выход типа без причины. Потому что выходить можно только за продуктами. Вот, ну какие продукты? Есть важнее даже вещи, если мы не сможем вылететь завтра. А дальше визы нету. То есть и виза продлевается только в первые 5 дней. И тоже иммиграция говорит: вот вы не можете в начале августа вылететь, потому что у вас не будет визы, потому что мы все время задерживаем. Здесь обычно вот трафик, сейчас вообще нету народа. Сейчас я еду в посольство сначала, в консула. Они тоже сегодня закрыты, но вот в срочном порядке сказали, можно приехать. Будем узнавать. Так, вот мой поворот. Все, был я в посольстве, дали мне ноту, но в итоге меня там поругали, что, говорит, вы не сделали сразу. Все. Ну вот я реально не знал, что нам как бы в конце в Дананге сказали, что мы вылетим без проблем. Максимум, что надо, это нота, но и то не факт. Но вот. А в консульстве сказали, вот теперь нам надо в иммиграцию. И они дали вот эту ноту для иммиграции. И теперь не получается... Ой, что-то я встал плохо. В иммиграции 5 дней вообще делают. Но я не знаю, сейчас я ездил, за 5 минут до закрытия к ним приехал. И они сказали, нужно распечатать билет. Распечатать билет и вернуться в 1:30 после обеда. А все эти фотокопии закрыты. Ну, все эти, где печатают, все закрыто. Я не знаю, сейчас пишу вот на ресепшн этому парню, спрашиваю, есть ли у него принтер. Тоже, блин, ну, где вот буду печатать? Будем искать. Главное, сейчас еще полиции не попасть. Все, я дома, в общем, не получилось. Так я не нашел, все объездил, не нашел, где эту распечатку делать. Попросил в сообществе в Ханое, кто есть. Вот, еще одна девушка спрашивала как раз
про то, кто едет. Вот она еще искала попутчиков. Она попробует сейчас на ресепшене распечатать, и я, может, просто туда заеду. Ну, я не вправе на них злиться, потому что мы сейчас по их правилам, чисто из-за того, что в любом случае это должно решаться 5 дней, которых у нас нет. И это, можно сказать, они нам услугу оказывают. Смотрите, кто здесь. Не может улететь в Россию просто так, без визы. Родился во Вьетнаме, имеет российское гражданство и не может полететь домой к бабушке. Мальчик. Show them your picture. Look at this baby. This is not Vietnamese baby. Как можно не пустить домой к бабушке вот этого мальчика, скажите? Как можно запретить Привет, этому мальчику? бабушка. See you soon. Такому красивому мальчику запретить выезд. Такому улыбчивому. А? Привет, бабушка. See you soon, бабушка. See you soon if they will let me out from Vietnam. Пустите меня, пожалуйста. Or police will bring me to jail. Нужно показать это видео в бюро иммиграции, чтобы процесс ускорился. I need to show them it's in immigration. Так, все, Екатерина мне распечатала на своем ресепшене. Вот, за что ей спасибо. И сейчас поеду я до нее, возьмем билеты и поеду в иммиграцию. Иммиграция там хорошо рядом тоже находится, но уже время 12:45. Все. Спасибо нашему ресепционисту, который нам дал бэк, и поехали. Где мой кошелек, кстати говоря? Спрашивает. Деньги. Посмотрим, сколько я могу дать. Особо ничего не осталось. 20, окей. Привет. Спасибо большое. Извиняюсь, файла нет. Файла нет, извиняюсь. Да ничего, у меня есть. Бай-бай. Жестко все закрыто тоже. Пришлось объезжать. Вот, спасибо, Катя, она мне распечатала билет. Вот вообще просто здесь апокалипсис, какое-то военное положение, здесь все закрыто, пришлось все объезжать. Вот, чтобы принтер найти. На что нужны наши люди? Да, хорошо, у нас есть сообщество. Вот, ладно, поедем в иммиграцию теперь. Все, спасибо Все, тебе. удачи и на связи, ладно? Да. Осторожно. Хорошо, до завтра тогда. Ага, Да, Катя тоже с нами летит рейсом. Еще дошел человек, тоже летит с нами. Осталось машину найти, да, пока говорят, что нельзя после 6 вечера выезжать. Вот. Но тоже странно, после 6 нельзя им выезжать. А как мы можем поехать, непонятно. На этот раз я от солнца защитился. Все, я тут, в иммиграции. Подождать надо еще. Все, вот я дома. Упс, Юрчик спит. Успел к 3, потому что Нави надо сейчас будет делать тест. И я буду с Юрчиком сидеть. В иммиграции, в офисе иммиграции вообще было все странно. Я первый приехал, и они что-то не могли открыться. Не могли открыться, потому что у них не были подготовлены эти бланки, анкеты, знаете, заполнять свой номер, вписывать. Пришел туда, там в итоге спрашивают QR-код, заполнять декларацию, дали мне компьютер, я заполнял декларацию, потом опять код, туда-сюда, в итоге я был в очереди, там очередь набежала, в итоге я уже был последний. Потом подхожу в это окно опять в иммиграции, оно мне дает 3 листа еще. Столько вопросов, там вопросы из стиля, кто у нас здесь хозяин апартаментов, какой у них паспорт, срок окончания их паспорта. Я вообще не знаю там никого, я давай писать, кого знаю, ну,
Мне этот с ресепшена парень ответил, говорит, а у меня нет паспорта. Я в итоге ничего не заполнял, просто написал название отеля. В итоге они не спрашивали. И дали мне бумажку, сказали завтра в 4 приезжать. А завтра нам надо до 6 выехать в аэропорт, потому что нельзя выехать без этого. Вот, надеюсь, я смогу получить эту бумажку. Еще мне эта женщина написала, что перевели документы, сертификат рождения, а сертификат о замужестве еще не перевели. И, видимо, не переведут, придется досылать это в Россию уже почтой. О, вот это мы сделали себе головняк в последний день. Последние 2 дня они забрали наши паспорта. В иммиграционном офисе они забрали все документы, гражданство Юрия. Так что если они мне не вернут завтра, то все, мы не летим. Байк я уже спросил, должны нам дать байк. Завтра снова займу. Но я в благодарность уже залил бензина полный бак ему. Пытается поспать, малыш. Все, Нави пойдет тест делать. А я остаюсь здесь с Юрчиком. Мы будем опять делать сплит. Нави возьмет GoPro-шку туда. Вот. Я думал, предыдущая серия это последняя, но оказалось у нас еще одна история. И мы нашли еще тот тест, где Нави может пешком дойти, потому что она не может водить здесь. Папа, что ты болтаешь? Папа, ты говоришь по-русски? А, на ручке ходит. Он теперь на ручке хочет. И вот так вот руки протягивать, чтобы его взяли. Вот так. Особенно, когда его поносишь, потом положишь, и он такой, а, давай, и ногами. Все. Good luck. Okay, guys, it's my time to go out. Later, baby, don't cry here. Штука в нос. I'll be right back. I'll be fast. Мама уходит. For PCR test. О, нет. I need PCR. The road is so empty. Да, не помню, объяснял ли я, зачем Нави тест нужен, оказывается. Ну, все в чате писали, что тест не нужен сейчас из Ханоя. Но мы позвонили в офис, сказали, ну, короче, в России требование, что иностранцам нужен тест. Чего такое? Волнуешься уже? Волнуешься за маму? Вот, иностранцам нужен тест, поэтому мы с Юричком не иностранцы в России. Так что завтра еще куча дел. Нам надо забрать тест, забрать документы, сертификаты рождения переведенные, забрать наши паспорта со штампами и выехать в аэропорт раньше 5 часов. Подождать 7 часов в аэропорте наш вылет. Все пройти миграционные штуки, визы. У нас автоматическое продление, у нас нет штампов. С этим тоже, надеюсь, все нормально будет. Вылететь в Катар. Идете, чё? Нравится, как я разговариваю? Вылететь в Катаре ждать 22 часа. Пересадку, я там забронировал комнату за $100. Ну, это... Ты говорить пытаешься? Ты говорить пытаешься, малыш? Или какаешь? Юрчик, я так голоден. Ты, наверное, молочко уже попил из мамы. Можешь мне чайку заварить, пожалуйста? Завари чаек, пожалуйста. А? Юрчик, метнись по-молодецки туда, на кухню. Сделай чаек. Сделаешь чаек мне? Я тебя подтолкну даже. Давай. Давай за чайком папе. I found it. I found the clinic. It's there. This is it. I have an appointment. Yeah. 3 for PCR. PCR. А это вторая наша любимая поза. Кто-то говорил, не держи его на коленях, но он под наклоном не выпадет. То есть это надо очень сильно оттолкнуться, чтобы вылететь. Ну и я его, конечно, придерживаю, у меня реакция нормальная, он не успеет выпрыгнуть. Я его схвачу. Да?
Скажи, я, конечно, сильный, но вот не так, чтобы вот взять и полететь просто туда. Кстати, у меня фото было, я в Инстаграм загружал. Инстаграм можно подписаться вот по этому адресу. Я там выкладывал фотографии себя в возрасте, как сейчас Юрчик. Ну, 2 плюс-минус еще 1-2 месяца примерно. Мама точно не помнит, когда фотография сделана. Вот. Кого напоминаю я, напишите в комментариях. Okay guys, so I'm done. They didn't allow me to record a video inside because it's not allowed. It's very strict. It was really painful. I did this already for 3 times. First time when I gave birth to Yuri, and then second time when we fly to Hanoi from Da Nang, and then the third time is now. Actually, I'm getting used to it already. This time it's not so painful anymore like the last time. So the test, the PCR test was for 2,500 Vietnamese dong. Вот так, вот так. Тик-тик-тик-тик. Нравится смотреть на себя в зеркало, на меня. Да? Okay. Beautiful. There are fishes. I hope they already have donuts here. Yeah, they have donuts. I want some donuts. Yay, I've got my donuts. Кто такой Юрайен? Кто такой Юрайен? Держать неудобно, поэтому я убираю телефон. That it looks like in Europe. Woo, this is very dangerous. I made it. Ау, ау, о. Ты что болтаешь? Вот он здесь начинает сопротивляться обычно сначала. Вот. Ногами дрыгать типа. Возьми меня, возьми, но это до тех пор, пока не начнем кататься. Потому что кататься мы любим. Он даже может заснуть здесь. Если... Зачем я потратил 30 тысяч рублей на эти коляски? Оказывается, в аэропорте есть... У катаров должны быть коляски. А также там есть люльки, и мне вот это, скорее всего, попросят в багаж просто сдать. Я когда бронировал самолет, там были люльки в некоторых местах. Так что я зря паниковал. Вот я заказал наше место, чтобы с люлькой было рядом. Так что Юрчик будет просто там спать. Ну, на взлете надо его держать, наверное, вот так ремнем пристегивать к себе. А во время полета, который будет 6,4 часа, он может в люльке просто спать комфортно. Нравится кататься? Нравится. Нравится кататься и нравится, когда я разговариваю. Его это веселит. Босс. Ой. Ой. Куда едем, Юрчик? Говори. You have nice big buildings here. You have this milk tea? Wow, they have shomai here. Так, у нас началось. У нас началось тут. Тихо. Сейчас мамочка придет. Ой, мамочка придет сейчас. Малыш. Тихо. Моя хорошая. Пусть мама услышит. Пусть такая грустная песня. Ну иди сюда, иди ко мне. Давай попробуем еще раз. I hear some crying. Вот и мама. Вот и мама. It is so hot outside. You already miss Mama so fast. Мамочка. So hot. Baby. Все, у нас дождь пошел. В Ханое только дождей мы застали. Больше, чем за все это время в Дананге. Через день прям идет.
Все, увидимся завтра. Итак, у нас 2 желания на завтра, чтобы тест результата был отрицательный, и чтобы нам дали наши паспорта со штампами, чтобы мы вылетели. Нави удивлена этому больше, чем Юрий. Хотя Юрий тоже заинтересован. Такие волосики мягкие. Wow, Yuri, I'm a monster. Все, спокойной ночи. Monster. Кто такой Юрай? Bum, 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 bum. Спокойной ночи, Юрчик. Look. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Look, shut here. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Итак, все. Батареечку. Итак, все, я, в общем, выезжаю. Еду я сначала. Тест. Все-таки тест негативный, все хорошо. Сейчас я поеду забирать. Наверное, ID беру, и они мне дадут. Потом я еду. Документы все готовы, перевод на мое свидетельство о рождении на английский перевели в итоге. И сертификат о замужестве перевели. Вот, сегодня нам все вернут. И потом я еду в иммиграционный офис уже. Посмотрим, поставили нам визы Юрию разрешение на выезд или нет. И надеюсь, ресепшенист, парень с ресепшена, он сейчас внизу, и он мне даст байк. Надеюсь, он мне даст его. Потому что что-то он в Фейсбуке не отвечает. Иначе я не знаю, как добираться. Бай-бай. We'll see you later. Богдан подумал, что Нави What is it? грустная, и поэтому я ее не снимал в последнем видео. На самом деле Нави просто постоянно голая ходит, кормит Юрия, и неудобно. Я не могу в любой момент ее начать снимать, а у меня все съемки спонтанные, поэтому приходится ее убирать из кадра. Иначе это нужно будет для другого уже контента. Синчао. Can I borrow your bike, please? Here the results. Could you double check on what's happened? Все, здесь бюро переводов. Что-то байк глючить начал, прям опасно начал глючить. Сам газу дает, когда я не даю. То есть я начинаю останавливаться, а он начинает резко вперед гасить. Так можно и врезаться во что-то или упасть вообще. Страшная фигня. Все, GoPro, короче, походу конец. 4К вообще не хочет снимать в такую жару, наверное. Я, в общем, снимал там в офисе, как я получал документы, все дела. Вот можно теперь представить это. Получил, в общем, я все документы, я уже сказал. И мне сейчас нужно в бюро иммиграции ехать за паспортами нашими. Надеюсь, они поставили, но еще рано, еще целый час. Не знаю, что еще целый час делать. Уж точно не кататься на этом байке. Я подумал, может, пораньше поехать. Ну, если нет, они скажут подождать, и я буду ждать в холодном прохладном помещении. Не гений ли я?
Так что поехали. Работает. Работает. 4К не работает просто. Мне почему-то сказали в 4 туда приезжать, паспорта наши забирать, но написано, я набрал в Google в поиск, как туда доехать, и написано, что они в 4 закрываются. Вот это вообще прикола не понял. Единственный плюс — это отсутствие трафика. Я могу спокойно быстро доехать и смотреть, что в телефон, в Google. Фу, я вышел сейчас из иммиграционного офиса, я там почти был 2 часа. Вот, нам нужно было поставить визу на выезд, особенно для Юрия. Вот, иначе он бы не смог выехать. Это просто жесть. Это там такой беспорядок. Я сначала зашел. О, я, наверное, посидел. Я сначала зашел туда. И опять, ну, там QR-код, это все понятно. Вот, сейчас, кстати, у людей из Ничанга отменили рейс в Ханой, и они не смогут этим рейсом полететь, в котором мы тоже должны были лететь. Вот, и, в общем, это... Мне сначала сказали, иди в одно окно, потом такой, давай иди в другое окно. Взяли одну бумажку, у меня было 2. Одну вернули, забрали, потом поставили другую. Потом иди в другое окно, туда-сюда, короче. И потом заплати $30. Заплатил $30, и она что-то на вьетнамском мне говорит. Там что-то все ругаются, спорят. Какой-то вообще беспредел. И папки, у них там паспорта повсюду просто валяются. Полок нет, что ли. Вот, и все, народа много, все долго, что-то кричат друг на друга. $30 заплати, вот. Потом я не знал, что надо платить. Хорошо у меня было, притом у меня было в долларах, и хорошо, что они приняли в долларах. Вот, потом что-то она мне на вьетнамском отвечает. И этот чувак, ну я не понимаю, чувак мне переводит такой, типа, ну я знаю, типа английский такой. Все, приходите, ну, через неделю. Я такой, у меня просто все остановилось перед глазами. В смысле через неделю? У нас сегодня вылет. Ну вот, все, через неделю. Я говорю, у нас сегодня вы... ну подойдите в то окно. Опять, нет, иди в то окно. Опять в то окно, нет, в то. Потом, хоп, мне $30 эти вернули. Извините. Начинают там ругаться. Какие-то люди, мужики, короче, уже пришли, видимо, выше по званию. Вот, стали ставить мне. Не знаю, что-то там решать. Подожди, я, короче, час еще сидел. В итоге мне выдают паспорт. Да, 3 паспорта после всего этого ожидания. С печатями, да, что у нас до сегодняшнего дня. Сегодня последний день у нас есть виза. Так что мы можем уже регистрироваться. Фу, так что это поздравьте. И дали, блин, скомканную бумажку. Самый важный документ для Юрия. Это свидетельство, копия свидетельства о рождении и перевод. Перевод... типа о том, что он принят в гражданство. И они просто его дали какой-то скомканный, скрепленный с этим паспортом, с паспортным степлером, закрытым. Я его это все распечатываю, там специально проверить. А это, оказывается, копия. Я говорю, а почему копию, где оригинал? Типа, это самый важный документ в России будет у Юрия. Они такие, ой, а я думал, это оригинал. И все, и давай еще там искать 3 часа. В итоге вернул мне оригинал, в итоге сейчас, но не вернули копию. Я говорю, ну я же деньги платил за это, делали копию специально в посольстве российском. Они говорят, ну, нам нужно ее забрать. Ну ладно, хотя бы оригинал. Хорошо, я посмотрел, они как будто скомкали специально, чтобы я не увидел. Блин, ну, конечно, спасибо, что они сделали мне. Так бы они, в принципе, могли вообще не делать. Ну, блин, такой беспредел. Ладно, поехали. И домой. Или этот шугливый байк. Байк-беспредельщик тоже. Все, да, конечно, это заставили меня понервничать. Просто видели бы мое, наверное, лицо. Жалко я, ну, не знаю, не стал там снимать, никого раздражать. А то вообще ничего не дадут. Паспорта бы не дали. Но многие не любят. Особенно в таких заведениях, где военные работают. Лучше даже не искушать судьбу. На телефон даже. Блогингом, но есть свои
пределы, границы. У нас еще вещи не собраны, надо сейчас будет все собрать. Байк вообще жесть просто. Так гонит. Сам по себе. Okay. Thank you. Now I understand why did you ask about your bike. This was crazy today. Сам едет. Представляешь, если на нейтралку не переключить, можно же улететь. It's good I always have time to put neutral. Okay, thank you so much. Do you have $1? Thank you so much. Говорит, прости за мотоцикл, пожалуйста. Что так вышло? Ну, блин, он мне бесплатно дал тоже, чем мне возмущаться. Вот. Долларами еще получилось расплатиться, потому что у меня все денег впритык осталось только на такси. Так. Как вы там, дружи? Юрчик все кушает. Ладно, я сейчас буду это все рассказывать Наве. Я буду постить наш сегодняшний перелет в Инстаграм, и это будет уже новая история, поэтому кто еще не подписан на Инстаграм, подписывайтесь. Мне надо почаще рекламировать. Последний раз прорекламировал свой Инстаграм, на меня подписалось сразу 300 человек в Инсте. Так что, видимо, многие не подписаны. И хочется там 10 тысяч набрать подписчиков. Вот, так что спасибо за просмотр. Фу, меня до сих пор трясет. Я сейчас Наве рассказывал, как они мне дали главный Юрий документ, перевод свидетельства о рождении с подписью о том, что у него есть российское гражданство, самый важный документ в России, важнее, чем паспорт. И они просто вот так вот его скомкали, вот так, и сцеплером металлическим прикрепили сквозь весь паспорт, то есть в нем дырки. И это оказалась копия. Слава богу, это они не сделали не с оригиналом. Хотя она сказала, я говорю, это копия, а где оригинал? А, я думал, это оригинал. Вот вам копия. Сейчас. И полчаса я ждал, когда они вытащили. И хорошо, что они, в принципе, перепутали, потому что он хотя бы целый остался. Вот, оригинал. Он должен быть с синей печатью. А они мне дали с коричневой печатью. Ну, с черной, то есть это копия была. В итоге копию они себе оставили. Я сегодня еще тоже поспал мало. Вот. Ставьте лайки, комментарии пишите. Вот. И удачи нам в перелете. Вот. Мы сегодня перелетаем. Ну, вы, наверное... Мы уже, наверное, в России, пока вы это смотрите.